Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я, Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Напомню, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, и при любой пряже они будут смотреться отлично. С небольшими особенностями, но отлично. А я сегодня покажу вот на таких ниточках. Новички, кто еще не вязал, смотрите, называются они Alize Miss. Это 100% мерсеризированный хлопок. Такая вот легкая летняя ниточка. В мотке получается 50 грамм, 280 метров. Идем дальше. Цвет, ну, в принципе, на камеру, мне кажется, чуть ярче передается, чем на самом деле есть. Вот, смотрите, цвет получается 15. И нам советует производитель, смотрите, берите крючок от 0,75 до 2. Видите, в зависимости от плотности вашего вязания, от узорчика, от какого эффекта вы хотите от данного узорчика получить. Я буду вязать крючком номер 2 мм, а вы в свою очередь точно так же берете пряжу, читаете аннотацию, какой вам советует крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. В силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, я буду набирать 3 раппорта. Это получается 36 воздушных петелек. И еще 3 петельки дополнительно, чтобы узорчик ровно закончился. Итого я набираю 39 воздушных петелек, а вы набирайте сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А вот теперь начинаем 39 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Вот мой будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, настоятельно рекомендую сделать вспомогательный ряд. Будет состоять из столбиков с накидом. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. Точно так же в следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие петельки вот так вот ныряем и провязываем каждую петельку столбиком с накидом. И сами себя контролируйте, да? Количество столбиков, количество петелек должно быть одинаковым. То есть, если я набрала, получается, 39 воздушных петелек, у меня должно получиться 39 столбиков с накидом. У вас может быть больше, может быть меньше, сами себя проверяйте. Все, и вот так вот до конца ряда шагаете. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти вот, да, они считаются за столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы приготовились, да. С столбиками с накидом удобнее будет работать, нежели с воздушными петельками. По крайней мере, новичкам. Итак, узорчик. Делаем одну воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем один столбик. Вот, раз, пропустили, и в следующий столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Ну, то есть вот такая вот маленькая арочка получилась. Далее внимательно будьте. Смотрите, делаем 2 накида. Пропускаем 3 столбика, которые у нас внизу стоят. 1, 2, 3. И в 4-й, вот в 4-й столбик провязываем столбик с 2 накидами. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Столбик с 2 накидами. Опять 2 накида. Сюда же в этот же столбик ныряем, провязываем 2-й столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. И еще 3-й столбик сюда же, 2 накида, сюда же нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот у нас получилось 3 столбика с 2 накидами. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Смотрите, возвращаемся сюда же в этот же столбик, вытянули ниточку и тут же ее, получается, провязываем вместе 2 петельки столбиком без накида. Оп,
Понятно? Присоединили. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем один столбик, в следующий столбик ныряем, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 накида и возвращаемся сюда же в этот же столбик и провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. 2 накида. Сюда же опять нырнули. Опять провязываем столбик с 2 накидами. Второй. 2 накида. И сюда же столбик с 2 накидами. Третий. Видите, у нас как бы зеркально. Получилось то же самое, что мы провязывали справа, то же самое слева. Но зеркально наоборот. Поняли, да? Итак, смотрите, пропускаем опять 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Столбик пропустили. Следующий опять столбик без накида. Поняли, да? Вот наша арочка. Вот она есть наша арочка. Дальше, получается, провязываем повторение. Давайте вместе провяжем. Итак, 2 накида. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. В четвертый столбик. Ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Раз. Сюда же столбик с 2 накидами. 2. И сюда же столбик с 2 накидами. 3. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. Один столбик пропустили, следующий столбик, столбик без накида. Понятно, да? То есть мы повторяем как бы вот такую вот бабочку нашу. Первую половинку мы уже провязали, теперь будем вторую половинку. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вернулись сюда же, в этот же столбик и провязали 3 столбика с 2 накидами. Итак, первый столбик, сюда же, второй столбик, сюда же, третий столбик. Угу. И теперь, получается, присоединяемся, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в четвертый столбик без накида. Понятно? И вот так вот шагаете до конца ряда. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, смотрите, повторяйте, у вас все получится. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наш ряд с нашими бабочками практически готов. Практически почему? Потому что покажу, как заканчиваем. Вот наши последние 3 столбика. К одному столбику присоединились столбиком без накида. Опять делаем 2 воздушные петельки. Один столбик вот этот пропускаем, а там, где 3 петельки подъема, в третью петельку ныряем. И провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три. Поворот. И здесь нам необходимо сделать еще одну воздушную петельку. Пока повторяйте, потом поймете. Оп. И у нас с вами получается 4 воздушные петельки. Далее делаем накид. И вот у нас здесь была арочка, да, из 2 воздушных петелек. Мы вот в эту арочку ныряем и провязываем просто столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Есть. Идем дальше. Воздушная петелька. Переключаемся вот на первое крыло нашей бабочки, да, вот. Беремся за третью петельку, за воздушную. Помните, мы здесь 3 воздушные петельки делали? Вот третью петельку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. А здесь будьте внимательны. Смотрите. Делаем накид. Ныряем вот в нашу арочку из 2 воздушных петелек между крылышками. Помните, да, делали? Вот в эту арочку нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки стоп. Накид. Еще раз в эту арочку нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки стоп. И теперь все 3 петельки провязываем вместе. Оп. Понятно? Вот такая картина получится. 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся на следующее крылышко. Помните, да? 3 петельки воздушные были. Вот в третью петельку точно так же ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 1 воздушная петелька. Раз. А теперь смотрите. В эту арочку, в следующую, да, мы будем провязывать столбик с накидом вот так вот. Раз. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Здесь как бы получается рогатка. Видите? Здесь 2 столбика с общей верхушкой, а здесь наоборот расходятся как рогаточка. Идем дальше. 1 воздушная петелька. Опять переключаемся на крыло бабочки нашей, третью петельку. И провязываем столбик без накида.
Есть. Далее такая сердцевинка будет нашей бабочки, да? 2 воздушные петельки. И здесь провязываем в арочку 2 столбика с одной верхушкой. Раз. Далее накид и второй столбик сюда же. 2. И когда 3 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. Понятно? Вот, видите, как бы сердцевинка нашей бабочки. А между бабочками рогатка. 2 воздушные петельки. Переключаемся на крыло бабочки и провязываем столбик без накида. Аккуратненько в 3-ю петельку. Оп. Столбик без накида. Угу. Несложно, несложно. Мы, видите, как бы ряд выравниваем, да? То есть до этого он был у нас волнистый, видите, волнистый. А сейчас мы выравниваем. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Понятно? Все, несложно, несложно. Давайте. Если что, перематываете, так у вас все получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки, да, и наши столбики общей верхушкой. Заканчиваем как мы ряд. Вот у нас здесь, по идее, должна быть рогаточка, да? Но в силу того, что ряд заканчивается, мы один столбик провязываем в арочку, воздушная петелька, и следующий столбик мы провязываем в столбик без накида предыдущего ряда. То есть мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Мы начинали точно так же, помните, да? Вот. Все. Дальше что мы делаем? Воздушная петелька, поворот, и сюда же в этот же столбик нырнули, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки. Переключаемся вот в следующий столбик, наши, получается, рогаточки. За верхушку беремся и провязываем столбик без накида. Теперь 2 накида, и будьте внимательны. Смотрите, наша с вами задача теперь вот в этой арочке, вот, которая идет до 2 столбиков, да, вот в эту арочку мы ныряем и провязываем 3 столбика с 2 накидами, то есть делаем точно такую же бабочку. Но чтобы аккуратнее получилось, как бы я посоветую вам провязывать в петельку. Вы попробуйте в арочку провязать, да? Если позволяет пряжа, позволяет как бы зрение, позволяет крючок, попробуйте провязать в петельку. Будет намного аккуратнее. Я буду в петельку провязывать. Итак, 2 петельки, раз столбик с 2 накидами. Далее сюда же опять провязываю второй столбик с 2 накидами. И 3-й столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петельки. Помните, да? Раз, 2, 3. Опять возвращаюсь сюда же в эту же петельку, провязываю столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И я перепрыгиваю через вот эти вот 2 столбика с общей верхушкой, перепрыгиваю их в следующую петельку воздушную. Оп, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Возвращаюсь сюда же и провязываю 3 столбика с 2 накидами. Раз, столбик, сюда же 2 столбик и сюда же 3 столбик. То есть мы с вами повторяем первый ряд нашего узорчика, то есть мы делаем бабочки, поняли, да? Ну вот такая вот небольшая особенность. Далее, после 3 столбиков с 2 накидами мы должны присоединиться вот к этой рогаточке. Первая ножка рогатки, столбик без накида. 2 воздушные петельки, раз, 2. Вторая ножка рогатки, столбик без накида. Поняли, да? И дальше опять делайте бабочку, присоединяйтесь либо в арочку, да, в арочку, либо непосредственно в петельку до столбиков и петельку за столбиками. И все. А также то же самое, что и самый первый ряд. Понятно? Справитесь? Я думаю, что справитесь. Давайте. Вы большие молодцы. До конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот еще один ряд наших бабочек, да, назвали их бабочками. И как мы заканчиваем наш ряд? Тут получается после бабочки арочка идет. Итак, столбик без накида, воздушная петелька. И вспоминаем, здесь у нас была рогаточка, да, то есть столбик с накидом, воздушная петелька и 3 петельки подъема. Вот в 3-ю петельку подъема ныряем и провязываем столбик без накида. Угу. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику и присоединяемся вот в эту арочку, которую мы только что сделали, так, и провязываем столбик с накидом. То есть наша с вами задача сейчас полностью повторять вот наш ряд, где мы делали рогатки и столбики, 2 столбика с общей верхушкой. Рогатка, 2 столбика с общей верхушкой. Поняли, да? То есть повторение идет.
Итак, вот мы провязали нашу рогаточку, воздушная петелька, вспоминаем, да? Переключаемся к третьей петельке воздушной, провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки. Помните, в арочку ныряем между крылышками бабочки и провязываем 2 столбика с одной общей верхушкой. Помните, да? 3 петельки вместе, опять 2 воздушные. К воздушной петельке, там где 3 воздушные петельки в крылышке, присоединяемся, провязываем столбик без накида. Далее провязываем 1 воздушную петельку, и после столбиков у нас идет рогатка. То есть вы не ошибетесь, вы видите, вот она рогаточка, и значит вы тоже здесь будете провязывать рогаточку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же провязываем столбик с накидом 2. То есть вы поняли, да? Сам по себе узорчик представляет собой всего лишь 2 ряда. И даже не нужно перешагивать в шахматном порядке. Все четко. Итак, над бабочкой будет бабочка. Над рогаткой будет рогатка. Так? Над столбиками, с 2 столбиками с общей вершиной будет 2 столбика с общей вершиной. Не сложно? Не сложно. И все. И повторяете. Ряд рогаток, ряд бабочек. Ряд рогаток, ряд бабочек. Все. 2 ряда. Вот вам весь узорчик. Для тех, кто умеет разбираться, работать со схемкой, я сюда прикладываю схемку. Схемка, в принципе, отличного качества. Не сильно четкая, но вы все поймете. Новички, кто не умеет работать со схемками, посмотрите, вы все поймете. Где воздушные петельки, где какие столбики с 2 накидами, с 1 накидом. Вам все будет понятно. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Итак, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот в итоге какая получается красота. Да, видите, вертикально четко идут узорчики, бабочки, бабочки, столбики, рогаточки. Все классно, все здорово. Вот так вот он в моей пряже, да, он тянется. Нужно пробовать взять из любой пряжи. Узорчик получается двусторонний. Видите, выбираете любую сторону, какой вам нравится. Такая у вас будет лицевой. Понятно? Видите, и несложно. Красота. Красота. Давайте замерим нашу красоту. Итак, получается, я набирала 39 воздушных петелек. Если этой же пряжей, этим же крючком, моей плотностью вязания, то у меня это получается, ну, 14,5 сантиметров. И тут получается каждое крылышко бабочки, да, получается, и рогаточка рядом, так скажем, да, это 2 ряда. То есть считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Последний ряд 15 и первый наборный 16. Так, это у нас... Ну вот 10,5 сантиметров. Вот тоненькая пряжа, тоненький крючок. Вот такие вот размерчики. Пробуйте обязательно из разной пряжи, из любой пряжи, из толстой пряжи, из секционной пряжи, летней, зимней, демисезонной пряжи и так далее, потому что будет разный, конечно, смотреться по-разному узорчик. В любом случае он будет классный, он будет красивый. Обязательно подкидывайте идейки, что можно связать данным узорчиком в комментариях. Девчата читают. Возможно, кому-то ваша идея понравится. Не забывайте лайкать видео, не забывайте подписываться, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, колокольчик самый верхний должен быть темненький, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями и подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Всем равных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.